Привет, друзья! Здесь Техноенот и его команда. Сегодня мы вам расскажем о нашей недавней экскурсии на завод БелАЗ. Расскажем, что может увидеть любой из вас. Поделимся впечатлениями и, конечно же, дадим информацию об этих потрясающих машинах-гигантах и о заводе, где их выпускают. И еще покажем уникальные кадры с карьеров, где БелАЗы предстают во всей своей красе в момент работы. Ну что ж, поехали! Итак, каждый из вас может побывать на экскурсии по миру гигантов, как называют завод БелАЗ в экскурсионных проспектах. Записаться на экскурсию можно на сайте завода или в нескольких турфирмах Минска, которые доставляют участников на комфортабельных автобусах. Турфирмы вы наверняка без проблем загуглите и найдете все необходимые контакты. Но самое главное условие – нужно приехать в столицу Республики Беларусь, город Минск. С транспортом до Минска, я думаю, у вас проблем не должно возникнуть. В наличии всевозможные виды транспорта с различными ценовыми диапазонами. Город Минск очень чистый, уютный, как и сама страна в целом. В городе существуют крупные заводы, такие как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, завод по производству часов «Луч» и многие-многие другие. Ну а также в наличии многие другие достопримечательности. Одна национальная библиотека чего стоит. И еще скажу по секрету, там очень красивые девушки. Итак, стоимость экскурсии для взрослых 37 белорусских рублей, для детей 35 белорусских рублей. Ну а если вы хотите покататься на БелАЗе, да-да, такая услуга тоже существует, то необходимо сообщить об этом при заказе экскурсии. Покатушка происходит в кабине, можно проехать рядом с водителем по полигону, но, возможно, прокатиться не получится, если техника будет занята. А катание в кабине стоит 80 белорусских рублей. Стоимость в разных фирмах может отличаться, ну, тут телефон и Google вам в помощь. Добраться до завода можно как своим ходом, так и в составе экскурсионной группы. Вот мы и отправляемся с вами из Минска в город, в котором производят самую узнаваемую и самую мощную технику в мире, в город Жодино, на градообразующее предприятие завод БелАЗ. Ну а пока мы преодолеваем расстояние 44 километра от Минска до Жодина, предлагаем вам, нашим уважаемым зрителям, побывать на настоящем карьере и увидеть эти удивительные машины в реальной работе. За предоставленные кадры мы благодарим предприятие ИЗ «Кортекс» имени Павла Герасимовича Коробкова, производящего уникальные экскаваторы, которые и занимаются загрузкой гигантских машин на карьерах. Параллельно расскажем немного о истории завода БелАЗ. Славный путь УАО БелАЗ начался в 1948 году, когда приступили к возведению первых производственных корпусов торфмаша. В 1951 году завод торфяного машиностроения перепрофилирован в завод дорожных и мелиоративных машин «Дормаш», а в 1958 году получил новое имя «Белорусский автомобильный завод». В этом же году из ворот предприятия вышел первый 25-тонный самосвал МАЗ-525. Первая самостоятельно разработанная заводом модель 27-тонный БелАЗ-540 появилась в 1961 году. За всю историю предприятия было выпущено свыше 130 тысяч единиц карьерной техники, это намного больше его основных конкурентов. БелАЗы – самые крупные автомобили на пространстве бывшего Советского Союза. Кроме того, техника белорусского завода работает почти в 50 странах мира. 25 сентября 2013 года
белорусский автомобильный завод представил самый большой в мире самосвал БелАЗ-75-710. Грузоподъемность транспортного средства составляет 450 тонн, общая масса нового большегруза 810 тонн, максимальная скорость 64 км в час. Автомобиль оснащен двумя дизельными двигателями. Шины были изготовлены по спецзаказу фирмы Bridgestone. Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 22 железнодорожных платформ. Присмотримся к машинам. Многие считают, что большие светлые диски по краям передней части автомобиля – это фары. Казалось бы, логично, большой грузовик и большие фары. Но на самом деле у БелАЗа это крышки блоков воздушных фильтров, под которыми располагаются заменяемые элементы. Размер каждого такого блока больше бытовой стиральной машины. Забор воздуха идет снизу, а закрытые крышками отражателя круглые отверстия сугубо технологические, для монтажа и замены фильтра. Сами же фары выглядят довольно скромно и имеют небольшие размеры, особенно по сравнению с машиной, так как в них применяются современные светодиоды. Шины у БелАЗов огромные, ширина шины составляет до 1,5 метров, и вес такого колеса в сборе может составлять более 6 тонн. Поскольку шина рассчитана на нагрузку более чем в сотни тонн, она должна быть очень крепкой. Пока шины белорусского производства Бобруйского шинного завода применяются на автомобилях грузоподъемностью максимум 220 тонн. Все, что больше, комплектуется шинами Bridgestone и Michelin. Пробег машины за весь срок службы достигает 600 тысяч километров, хотя заявленный производительный ресурс 600 тысяч километров только для машин малой грузоподъемности, а для больших грузовиков от 160 тонн до 900 тысяч километров. Никакая машина не выдержит подобного режима с такими нагрузками, поэтому в данном случае это очень длительный срок эксплуатации. После списания карьерные самосвалы обычно идут на запчасти для своих еще работающих коллег. В советское время автомобильные заводы имели очень высокую локализацию производства. До 80% деталей и комплектующих выпускалось в одном месте. За рубежом же наоборот, комплектующие заказываются у десятков и даже сотен узкоспециализированных фирм. В этом смысле БелАЗ завод европейского типа сейчас. Белорусские гиганты трудятся в самых тяжелых условиях. Это просто невероятная мощь. Ну а теперь расскажем немного об экскурсии. Перед проходом на предприятие проводится инструктаж. Одеваем жилеты и выходим на улицу. По огромному предприятию перемещаемся на автобусе. По всей территории завода стоят полусобранные грузовики, лежат различные детали от них. Но в то же время территория благоустроена, чисто и зелено. И вот автобус подъезжает к смотровой площадке готовой продукции завода. Выходишь из автобуса и поражаешься всей мощью, всей красотой этих знаменитых грузовиков. На площадке в тот момент были представлены БелАЗы грузоподъемностью 32, 90, 160, 360 тонн. Но взгляд приковывает другой гигант. Именно гигант, грузоподъемностью 450 тонн.
БелАЗ-75710 является самым большим по грузоподъемности самосвалом в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. У него 8 колес, он имеет 2 топливных бака по 2800 литров каждый. Время подъема кузова с грузом составляет 26 секунд, время опускания 20 секунд. Он может работать в различных климатических условиях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов. Можно фотографировать как саму технику, так и фотографироваться с ней. А на БелАЗ-75602, грузоподъемность 360 тонн, можно даже забраться по узкому трапу. Кабина, к сожалению, закрыта, так что посидеть за рулем не получилось. Но вид, открывающийся с высоты, впечатляет. Затем мы посещаем сборочный цех, в котором нас знакомят с этапом сборки. После производственной площадки посещаем музей, в котором представлены макеты, производимой заводом техники. Каждый макет собран вручную. После просмотра исторической кинохроники направляемся в заводскую столовую, где пьем чай с очень оригинальным печеньем – глазиками. На память о посещении знаменитого на весь мир завода каждый участник получает сувенир. Каждый год на Белорусском автомобильном заводе в последние дни сентября проходит ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню машиностроителя. Самые популярные и массовые из них – День открытых дверей на заводе. Также проводятся различные культурные мероприятия и даже свадьбы. В общем, это очень интересное событие для всех любителей техники и возможность оценить масштабы и увидеть своими глазами машины, которые очень отличаются от всего остального, что может ездить по земле. Можно смело посоветовать такую экскурсию для всех. Надеемся, вам было интересно узнать про такую возможность. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в социальных сетях или просто расскажите друзьям. Большое всем спасибо за просмотр. Оставайтесь вместе с нами. Пока!